Привет, физкультурники! Ну что, я хочу записать несколько интересных видео сейчас насчет такие более-менее такие обучающие. Окей, я просто сейчас начинаю делать курс, готовиться к повышению курса по кроссфиту, буду сдавать на Level 2. И там есть всякие курсы, которые они советуют пройти, дают информацию, которую они советуют почитать. И, знаете, это полезно иногда, может вспомнить что-то, что когда-то училось и забылось, может быть просто даже выучить что-то новое, когда там долго что-то не учил, что-то изменяется, и вдруг, опа, что-то новое выучивается. И вот на этом фоне я решил записать заодно и вам несколько таких видео. Может быть, кому-то будет полезно, как в обучающем таком формате. Может, кто-то что-то действительно тоже для себя подчеркнет новое и интересное. Ну и, естественно, мы будем это, друзья, делать во время тренировки. Заодно я покажу вам сегодняшнюю мою тренировку. Итак, все, кто меня не знают, я Гоша, тренер, кроссфит, все, что с этим связано, друзья. Так что, как всегда, не забываем, с вас лайк, подписка. Вам не сложно, мне приятно, YouTube полезно для продвижения моих видео. А мы начинаем, друзья. Поехали! Итак, друзья, о чем же будет сегодня наша тренировка? Сегодня у меня тренировка, она такая, средней тяжести. В легком режиме, чтобы просто погонять кровь, разогнать там мышцы, чуть-чуть их погрузить. И первым движением мы сегодня делаем good morning с весом небольшим, приблизительно 35-40% от вашего максимума в бэк-сквоте. Окей, спокойно, 5 сетов по 8 повторений. Работаем не спеша, просто чтобы загнать кровь в ваш тазобедренный сустав, в ноги, в нижнюю часть спины, просто чтобы оно чуть-чуть напряглось, поработало, и дальше будет уже чуть-чуть легче. Ну и чтобы было, естественно, дальше чуть-чуть легче. И дальше, о чем же я хотел сегодня с вами, друзья, поговорить? А поговорить сегодня я хотел с вами, там есть несколько давайте так, общая тема, это все, что касается нашего кора, стабилизации кора, спины, таза, ног, плеч, все, что касается вот именно стабилизации суставов и что она дает и как с ним работать. Окей, там есть несколько таких подразделений, и сегодня мы с вами разберем именно стабилизацию нашей спины и нашего позвоночника. Как он должен выглядеть, что он должен делать, в каких упражнениях, и где он должен быть нейтральным, где он может чуть-чуть даже изгибаться. Даже такие варианты у нас есть. Это мы сегодня рассмотрим очень коротко. И, надеюсь, очень будет все понятно и интересно. Так что, народ, присоединяйтесь, заваривайте чаек, кто еще не заварил, или кофеек. И погнали смотреть видео. Итак, друзья, что же мы сегодня рассматриваем? А сегодня мы рассматриваем стабилизацию средней линии. Что это значит? Это значит наш позвоночник и как мы с ним должны работать. Итак, как вы все наверняка знаете, у нашего позвоночника есть естественная кривая, прямая кривая, скорее всего, все-таки кривая, да? Она выглядит как буква S, да? То есть у нас идет от спины чуть-чуть выгиб в спине, от шеи сверху, от головы идет чуть-чуть прогиб в спине, потом он уходит чуть-чуть вниз спины, уже идет лордоза чуть-чуть вовнутрь спины и в конце упирается в таз. То есть есть такая естественная кривая. То есть в этой стабильности, когда мы стоим ровно, она у нас немножко искривленная, как положено, но в общем-то стоит, естественно, как вы понимаете, ровно. Что же мы должны знать об этом? Знать мы должны следующее. Первое. Мы должны держать всегда спину ровной, когда мы выполняем какие-либо упражнения с тяжестями. То есть у нас есть, давайте скажу так, чуть-чуть наперед забегу, есть упражнения, в которых мы, да, прогибаемся чуть-чуть больше или выгибаемся чуть-чуть больше в спине. Есть некоторые из них, там, например, одни из них, это как в гимнастических упражнениях, когда мы делаем какие-то арч и олу при подтягивании или выходе силы, нам приходится перегибать или выгибать позвоночник в той или иной степени в арч или в олу для того, чтобы выполнить движение. Но это тут оправдано, потому что таково это движение, и здесь мы это делаем
готовим нашу спину, наши мышцы для того, чтобы можно было это сделать как можно лучше и как можно меньше травмы для спины, и мы это выполняем. Но в других упражнениях, такие как, например, приседания, дедлифт или какие-либо тяжелоатлетические упражнения, да, где мы работаем с весами, мы всегда должны сохранять позвоночник в нейтральном состоянии. По моему мнению, вы можете со мной согласиться, можете нет, напишите, кстати, в комментариях, согласны вы или нет. Но я считаю, что спину всегда нужно держать в нейтральном состоянии. Что значит нейтральное состояние? Нейтральное состояние – это значит, когда мы спину держим ровно, когда у него есть его естественная S-прямая, которая переходит в таз, который стоит ровно, а не когда у нас есть, скажем, да, когда у нас может быть позиция, когда таз или наружу, или вовнутрь проворочен, или слишком наружу. Да, когда этого не происходит, то есть неважно, как мы выполняем дедлифт, мы его выполняем, спина ровная, таз ровный. Тут нет никаких перегибов ни в одну сторону. То же самое касается верхней части спины. Когда мы делаем тот же дедлифт, если вес слишком тяжелый, у людей получается уже прогиб здесь. Оно не должно быть и также не должно быть слишком. Да, то есть мы должны держать мышцами в нейтральном положении. Естественно, мышцы должны выдерживать это и держать как надо. Они должны быть готовы к этой нагрузке для того, чтобы это выдержать. Это первое. Второе, например, пример, это то же самое, как когда человек делает бэк-сквот. Когда человек делает бэк-сквот, он опускается слишком низко. Если у него недостаточная мобильность в тазобедренном суставе, что происходит с тазом? Правильно, он сгибается вовнутрь, и получается такой прогиб в нижней части спины. Это тоже не совсем хорошо. Понятно, что если человек делает это постоянно, мышцы укрепляются, привыкаются, но все равно это не есть хорошо, потому что человек привыкает это делать, он потом лезет на большие веса, ну, у него веса растут, он лезет на них, и в какой-то момент это может привести к травме. Поэтому в таких упражнениях, в которых мы работаем с какими-либо весами, нам нужно учиться держать всегда нашу спину ровной. Кроме того, это еще полезно тем, что если мы держим правильную осанку спины, соблюдаем вот эту правильную нейтральную позицию нашей спины, то при передаче силы от нашего таза к ногам или к верху части тела, а оттуда к рукам, если мы говорим уже про тяжелую атлетику, скажем, она будет наиболее лучше, наиболее качественная, наиболее быстрая. И наше движение будет наиболее лучшим. Это означает, что мы его сделаем лучше, технически правильнее, намного быстрее, намного больше вес можем поднять. То есть это все играет роль из таких вот маленьких вещей, как просто стабилизация спины в правильном положении может зависеть, смогли мы сделать правильный подъем того же рывка или не смогли. Смогли мы вытащить тот вес, который хотели, или не смогли. Была ли та нужная скорость, которая помогла нам сделать этот рывок с этим весом как нужно или нет. Все это зависит от правильной позиции спина, если мы говорим про самое-самое-самое начало. Подход, и я к вам вернусь. Итак, друзья, какие самые распространенные ошибки могут быть у нас с нашей спиной? Окей, первое, ну я думаю, вы уже догадались, но все же мы их проговорим. Первая ошибка – это когда мы тянем, скажем, тот же дедлифт или любое другое упражнение с весом, когда мы держим вес в руках, мы слишком сильно прогибаем спину вот в таком положении, да. Это первое, оно не должно быть, то есть спина никогда не должна прогибаться вот в таком состоянии. Это особенно, когда мы тянем какой-то вес с пола. И ошибка номер два, которая нам убивает спину, это наоборот, когда мы слишком прогибаемся в спине уже, вот так. То есть, например, когда это у нас может случаться, например, стойка на руках, да, когда мы стоим в стойке на руках, людей, у которых есть проблема с этим, что они делают, или они особенно когда только учатся, они что делают, друзья, они прогибаются. Вот так вот, прямо слишком. То есть вместо того, чтобы встать ровно, зайти в положение небольшого олу, включить живот и выпрямить руки ровно, они что делают? Они стоят вот в таком положении. Или, например, когда вы поднимаете штангу, делаете плечи, да, солдатский жим, там, shoulder press. То есть когда вы это делаете, люди, которые становятся, они вместо того, чтобы выжить ровно, что они делают, когда начинают быть тяжело? Правильно, прогибаются слишком назад, вытолкают. То есть такие движения в ту или в другую сторону не полезны для нашей спины. Наша спина должна быть всегда, как мы говорили раньше, в нейтральном положении. Это самое здоровое для нее положение. Все остальные положения туда или в ту или иную сторону, особенно под большими нагрузками, плохо влияют на нашу спину и на нашу спину, да, на нашу спину, друзья. И в какой-то момент это просто приведет к
травме. А мы с вами тренируемся не для того, чтобы получать травмы, мы с вами тренируемся для того, чтобы быть здоровыми, сильными и красивыми. Правильно? Поехали дальше. Третье, это не совсем ошибка, это, скажем, нормальное положение спины. То есть у нас есть, я сказал это немного раньше, да, есть нейтральные положения в спине, когда мы, извиняюсь, у нас есть упражнения, в которых у нас, хочешь не хочешь, а будет какой-нибудь выгиб в спине. Небольшой, но он будет. То есть я дал вам пример перед этим гимнастическое. Давайте сейчас вам дам пример с весом. Например, если мы поднимаем, скажем, тяжелый шар, вот как в стронгмане, да, в стронгмане они поднимают вот эти вот шары большие, тяжелые. И там хочешь не хочешь, но у тебя прогиб в спине будет, потому что опуститься вниз и взять с ровной спиной вот так вот шар, его невозможно. Во-первых, он слишком тяжелый, во-вторых, позиция очень неудобная для этого. Поэтому в этом положении, когда ты обхватываешь мешок или шар, и ты его отсюда должен вначале подкинуть на колени для того, чтобы перехватить и встать ровно, то да, твоя первоначальная позиция, она будет немного изогнута. Но это тут риск оправдан, потому что прогиб не сильно большой должен быть, во-первых, а во-вторых, к сожалению, по-другому ты не сможешь понять. Итак, друзья, следующее упражнение, которое мы выполняем, это серия на клинах. Итак, оно состоит из 3 упражнений. Это High Pull Clean, Hang Power Clean и Hang Squat Clean. Окей, мы выполняем 3 подхода, 3 повторения, 2 повторения, 1 повторение и таких, ну, как я сказал, 4 сета. Итак, к нашим, так сказать, баранам насчет стабилизации. Что нам нужно здесь запомнить, в конце концов, это несколько простых вещей. Первое. Мы должны иметь способность, нашей подопечной, мы должны иметь способность всегда удерживать S-кривую позвоночника в ее правильном нейтральном положении. Второе. При удержании правильного позиции позвоночника, то есть в нейтральном состоянии, это улучшает передачу силы в дальнейшем от нашего кора и от таза в ноги и руки, то есть нижнюю и верхнюю часть нашего тела при выполнении некоторых упражнений. Третье. Если все первых 2 были выполнены правильно, третье нас приводит к тому, что оно приводит к благоприятному распределению силы, передачи силы в руки или в ноги, и при этом уменьшает количество, даже не количество, а уменьшает возможность получения травмы. Окей? То есть это, как видите, все идет одно за другим и не исключает ничего между. Окей? И последнее, друзья, 4, это то, что да, могут быть, как мы говорили ранее, какие-либо отклонения, но они должны быть приемлемыми и в определенных упражнениях. То есть они не могут быть в тех упражнениях, в которых не должны вообще присутствовать. То есть это очень важно, друзья. Обязательно запомните эти 4 правила. Честно сказать, друзья, после вчерашней тренировки настолько мышцы еще забиты, не восстановлены, что вот этот вот сет клинов, который я сейчас сделал, был достаточно тяжело делать. Даже не столько вес тяжелый, сколько просто вот чувствуется, что не хватает скорости мышцам для того, чтобы вырвать ее как надо. И это, конечно, сказывается. Но что есть, надо тренироваться. Вот. Но на этом насчет нашего позвоночника тему я хочу сегодня закрыть. Достаточно короткая, простая. Там не так много чего нужно понимать. Окей, буквально пару вещей. Надеюсь, вам это было полезно. Ну а я перехожу к последнему на сегодня упражнению. Это бенч-пресс. И сегодня я его делаю тоже достаточно такие легкие веса, средней, так сказать, средней тяжести, да. И у меня будет первый сет, это первых 2 сета, это такие разминочные, 60% на 5, один подход, и 70% на 5, еще один подход, и потом я ставлю 80% и делаю 3 сета по 5 повторений. Погнали смотреть.
Ну что, друзья, на этом мы с вами будем прощаться. Уф ты, черт. На этом мы с вами будем, друзья, прощаться. Как всегда, не забываем лайк, подписка. С вас, а с меня еще видео для вас. И да будет с вами сила, народ. Пока.